Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков любимой нашей игры Мир танков от Lesta Games. Сегодня у нас на обзоре советский средний танк, вот, 6 левела А-43, проходная прокачиваемая ветка. Вот чем-то похож, да, на Т-34 вроде бы, но какой-то нет, не похож. А-43. Это ветка, которая у нас идет на всякие вот эти там варианты 2 советских танков. И прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если до сих пор это не сделал. Мы с вами начинаем, конечно же, с бронирования. Итак, господа, коллижная модель нашего А-43. У нас, вот видите, такая двухсоставная деталь корпуса НЛД касаем. Ну и давайте разбираться. Все, правильно выставили. Нижняя часть НЛД 110, картон. Верхняя 74, еще хуже. Картон здесь хоть приведенная побольше. Касаемо ВЛД 83. Ага. Люк мехвода 60. Нет, это пулеметная 61. А вот люк мехвода 86. Рикошетные надгусеничные полочки маленькие. В целом, конечно, броня корпуса полный картон. У нас абсолютно все одноклассники 6 левела преспокойно пробивают. Ничего мы корпусом не отобьем. Маска орудия 154, 160. Но есть вот места 77. Вот здесь 7. Есть 150. Ну, короче, очень так вот местами зашито, а местами нет. То есть будет лучше ему маску не стрелять. Основная бронеплита здесь у нас 65. Вот здесь у нас 88. А касаемо щек рикошет. Кстати, щеки рикошетные. То есть маска, щеки. Слушайте, ну башни что-то местами будем отбивать. Теперь у нас есть вот такой огромный гриб. Такая труба. Это мы, наверное, будем запускать. Это на самом деле не люк. Это труба для запуска ядерных ракет баллистических через космос противника. Ну, сами видите, какой высоты. Данный колодец. Ну и давайте смотреть его броню. Вот здесь между красными зонами 60, 60, а здесь 120 и здесь 120. То есть такой интересный люк сделали по броне. То есть будете стрелять в люк, попадете сюда. Обычным типом снаряда, возможно, не пробьете. А сюда пробьете. Так что такая интересная замануха. 45 борт, 48 наверху на гусеничном. Танкует от борта за счет рикошета. Главное вот не перекручивать, а то начнут пробивать. Вот именно острый угол. Не перекручивают. Вот такая вот, господа, броня. Так, с броней разобрались. Давайте смотреть основные модули. Конечно же, нужно прокачать топовую рацию, топовый двигатель, топовую гусеницу. По-любому эти вещи. Вот. Ну, нас интересует пушечка. А пушечки у нас топовых две штучки. Одна вот такая вот с альфой 85 и бронепробитием на основном 112-189 на голде. И есть вот такая вот пушечка с низким пробитием на голде, но с более лучшим на основном. С более альфовей, но здесь есть нюансы. Это точность орудия, у нас средний танк. Вот. И заряжается эта пушка, кстати, тоже быстро 3,3 секунды. А здесь у нас заряжается 2,3. Но здесь точность 0,34. И вот точность. И там, кстати, скорость полета снаряда хуже вот на той пушке. Поэтому рекомендую брать вот эту вот пушку 57 миллиметров, да, для этого танка. Вот. И играть, проходить, стараться побыстрее. Я вот, например, на голде. Бронепробить 189. И по сути любой танк, одноклассник, да и в принципе на левел старше вы будете пробивать без проблем. Вот, 112, да, пробитие на основном, 29 на фугасе, да. Заряжается, еще раз повторюсь, пушка чуть больше 2 секунд, но за счет оборудования и перков можно сделать даже меньше 2 секунд. ДПМ 2200, 0,34 на стойке точность, менее 2 секунд время сведения. Это круто, эта пушка этому танку очень-очень даже подходит. Касаемо полевой модернизации. Во втором слоте легкие сплавные узлы крепления, в четвертом плавающий прицел, в пятом антибликовую маскировку фар. По оборудованию поставила дефолтный комплект для средних танков советских. Это турбина, это просветленная оптика, это досл. По снарядам. Основной снаряд у нас бронебойный, летит 990 метров в секунду. Голда у нас подкалиберная, летит 1238 метров в секунду. Вот, осколочно-фугасный летит так же, как бронебойный.
По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я пихнул доп. Паёк, чтобы, как всегда, максимально раскачать возможность данного агрегата. У нас 5 членов экипажа, перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь по плюсам-минусам данной тачки. По поводу пушки, она мне очень нравится. Я ее драколом для себя называю. Да, играю исключительно, ну, стараюсь, на голде приятно. Когда ты катаешь на 6-м левеле и даже тяжей, спокойно пробиваешь и не задумываясь, куда ему стрелять. В ЛД, в НЛД или даже в башню. Вот. Единственное, конечно, у нас нету УВНов. У нас хорошая скорость полета снаряда. Альфа, правда, нище 85. Ну что поделаешь, это средний танк 6-го левела. По ХП 820 норм. По мобильности, ребят, 60 вперед, 23 назад. Почти 26 лошадей на тонну удельной мощности. Невероятно быстрая тачка, летает как ЛТшка. Вот эта СТшка летает как ЛТшка. Подвижность — это конек данной машины. Вот, есть у нас, естественно, незаметность, но вот у этого экипажа, который я сюда посадил, к сожалению, не прокачан перк незаметности, но где-то 36% вы точно можете выкачать, если захотите. Вот, 458 метров обзор на просветленке, все, Москва круто. Предлагаю уже отправляться в бой, давайте посмотрим, как это полу-ЛТ, полу-СТ гоняет по карте и уничтожает врагов. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас А-43, средний советский танк 6-го левела. В бой попали аж против восьмерок, но это дичь, я считаю. Тем более на этом танке, с нашей альфой и пробитием. Аккуратненько. На косарик настрелять в этом бою для нас уже будет большим событием. Есть пробитие. Есть пробитие. Пробитие. Вот это нам повезло. Есть пробитие. Пробитие. Есть пробитие. Господи, с нашей альфой это... Чтоб косарь начирикать, я не знаю, тут что в бою надо делать. Паладин там, правда, один потеет, но... Не пробил. Да как мы его пробьем-то? Только на удачу. Броня не пробита. Да нет, даже в обзорник не можем. Как это не смешно. Что там, Т-34? А, Т-43. Надо помогать ему ехать тогда. ЛТшку наяривают. Тихо. Цель захвачена. Есть ставить цель. Есть пробитие. Есть пробитие. Пробитие. Есть пробитие. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Пробитие. Броня не пробита. Пробитие. Есть пробитие. Уничтожен. Все, ребят, 1200 дали, я думаю, больше не дадим в этом бою. Это все, это наш предел. ТЦшка летит вперед, все, бежим, бежим. Я ее не пробиваю, мы помним, да? Нахер валим. Это просто unreal какой-то, блядь. Попадать к 8-м левелам на 6-м левеле, но это смешно просто. Это просто. Наши все причем на базе стоят. Нас по всем флангам жмут. Наши просто стоят на базе. Ублюдки. Ну это разве адекватная команда союзников? Потеешь тут на шестерке против восьмерки, в то время как наш просто с базы никто не отъезжал. А зачем? Толку-то я здесь стал. Я ничего этим танком не сделаю. Просто ничего.
Ой-ой-ой-ой-ой, с нашей-то альфой. Жесть. 7-7. Казалось бы, еще не проигрываем, но проигрываем. Просто все скукожились на базе сидят. Это просто дурдом. Тупые ослы. Так хороший, не, на своем уровне с этим ДПМом, с КД можно прям вещи хорошие творить. Но против восьмерок этот танк ничего не решает просто. Я не знаю, пробью я танк противника, не пробью, непонятно. А раз непонятно, значит ничего мы сделать не можем. Дай бог полторах у нас выйдет в этом бою. Но я считаю, для этого танка в бою против восьмерок это хороший результат. Так, что-то Ешка не хочет тут ехать, да? Странно. Я даже выигрывать этот бой не хочу пытаться. Прямо вот честно. Пофиг вообще. С такой командой, которая дальше базу уехать не может. Какой смысл с ней? Они заслужили поражение. Моя команда союзников заслужила поражение. Так почему я сейчас должен выигрывать? Мы должны проиграть. Чтобы они в будущем думали головой. Есть пробитие. Попадание. Пробитие. Пробитие. Есть пробитие. Пробитие. Есть пробитие. Ребят, 1800 дали. Ну все, у меня хп нету, перестреливаюсь, Е25. Я сейчас выйду, она меня сбреет. Ну и нахрен мне это надо. Мне бы еще тычку дать. Это очень вряд ли. Типа. Пробитие. Не пробил. Пробитие. Не пробил. Броня не пробита. Не пробил. Все, взорвали, Е25 засветил. Ну, ребят, 2К дали почти. Да? Все. Что я мог в этом бою сделать на шестерке против восьмерок? Ничего. Держать фланг, что я и делал до последнего. Танк, как для шестого левела, хорош. За счет ДПМа, подвижность у него просто шикарная. Но не в бою с восьмерками. В целом, хорошая тачка, ребят. Прям реально хорошая для шестого левела. ДПМ, точность пушки, все летит в цели, хорошая подвижность. Все, танчик крутой. По пятибалльной системе прям 4 с плюсом даже ему поставлю. А43 прям. Ребят, второе место заняли в бою против восьмерок. 2.147 даже надолбили. То есть у нас еще блайнды какие-то там что-то заходили. Плюс, ну, ассисты нету, ладно. 2200 на шестерках против восьмерок. Вот вам вот такой вот бой. Пишите в комментариях, кто эту ветку проходил, как вам вспоминается А43, может стоит в ангаре, какую вы на нем использовали, либо используете оборудование. Все пишите в видео под комментариев. Тачка годная, прям реально как для шестого левела, огонь. Огонь. Ставьте лук, подписывайтесь на канал. Вот, а я говорю, до скорых встреч, пока. Товарищи танкисты, все больше и больше людей товары приобретают на различных маркетплейсах. Я вам хочу порекомендовать Яндекс.Маркет.
Сейчас Яндекс предлагает большое количество товаров со скидкой до 70%. Это товары для дома, разная микроэлектроника, товары для детей. Также я для вас сделал витрину блогера, на которой подобрал различные компьютерные комплектующие, игровые ноутбуки и все необходимое для любого геймера. Ссылку на товары Яндекс со скидкой до 70% и на витрину блогера Индомита вы найдете в описании под роликом. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и конечно прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.